Всем привет, меня зовут Елена. Я начала вязать красивенький шарфик. Узорчик очень легкий и простой, со снятыми петельками. И я решила с вами поделиться. Сегодня у нас будет рубрика «Узор в копилку», как вы уже поняли. Вот такой узорчик. Он относится к разряду резинок. Вот так вот он выглядит, если его немного растянуть. Отлично подойдет для вязания манжетов, шапочек, не знаю, каких-нибудь отворотов, в общем, шарфов. Можно и самостоятельную кофточку связать таким узором. Поэтому я решила вам показать на всякий случай. Может быть, вам тоже понравится. Можно вязать этот узор как в круговую, так и лицевыми и изнаночными рядами. Единственное, что здесь будет отличаться схема. Вот. При круговом вязании будет одна схемка, а при прямом и обратном вязании будет схемочка немножко другая. Вот я здесь вам начертила от руки. Не знаю, видно вам, не видно. Условные обозначения тоже я здесь написала. И еще я эту схему вам оставлю в сообществе в YouTube. Вот. Раппорт узора в ширину составляет 7 петелек, в высоту 4 ряда. Вот. Набираем для вязания прямыми и обратными рядами число кратное 7 и плюс 4 петельки. 2 петельки это будут у нас кромочные, и 2 петельки это у нас уйдут для симметрии. Итак, я набрала 18 петель. Теперь по схеме мы вяжем. В первом ряду 2 лицевые, 2 изнаночные, одну снимаем с накидом изнаночной, потом 2 изнаночные, 2 лицевые в конце ряда. А вот этот раппортик из 7 петель будет повторяться 2 раза. И потом 2 изнаночные. Итак, приступаем к вязанию. Лучше всего смотреться будет на тоненькой пряже данный узорчик, поскольку в 2 ниточки получается такой немного грубоватый. Так он будет выглядеть нежнее. Итак, сначала в начале ряда 2 лицевые, поскольку я вяжу лицевыми и изнаночными рядами. Дальше 2 изнаночные. Одну снимаем изнаночной вместе с накидом, вот таким образом. Дальше 2 изнаночные, 2 лицевые снова, потому что первый раппорт из 7 петелек мы закончили уже. Теперь следующий раппортик пойдет 2 лицевые, 2 изнаночные, одну снимаем с накидом изнаночной, 2 изнаночные, это второй раппорт мы завершили. И в конце ряда, поскольку я уже сказала, у меня лицевые и изнаночные ряды будут, у меня 2 лицевые в конце и кромочная. А если бы я вязала в круговую, то у меня должен был ряд закончиться изнаночными петельками, поскольку я начинала с лицевых. Дальше второй ряд изнаночный. Здесь петли вяжем по рисунку, то есть где у нас идут изнаночные, мы вяжем изнаночные, где лицевые, мы вяжем лицевые. Вот, также точно в схеме поменены у меня здесь значки. Там, где были лицевые, на изнаночной стороне они, соответственно, будут изнаночные, и наоборот. Так, 2 лицевые. И также точно эту петельку, которую мы уже снимали, мы также снимаем с еще одним накидом, также изнаночной. Дальше 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Снова снимаем эту петельку с накидом изнаночной, 2 лицевые, 2 изнаночные и кромочная петелька. Это был второй ряд узора. Теперь третий ряд. Снова у нас тут петельки вяжем по рисунку. Это лицевой ряд получается. У нас нечетные ряды лицевые, а четные изнаночные. 2 лицевые, 2 изнаночные. Эту снятую петельку мы снова снимаем с накидом изнаночной,
2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Эту петельку снова снимаем изнаночной с накидом, 2 изнаночные, 2 лицевые, кромочная. Последний 4-й ряд узора в высоту вяжется вот эти все петельки до снятой петельки по рисунку, то есть кромочная, 2 изнаночные, 2 лицевые. И вот эту петельку мы теперь провязываем со всеми вместе накидами изнаночной. Дальше 2 лицевые. То же самое у нас здесь в схеме. В 4-м ряду, то есть 2 изнаночные, кромочные, 2 изнаночные, 2 лицевые. И вот такой значок — это провязать эти все петельки, вместе, эту петельку вместе со всеми накидами изнаночной. Дальше 2 лицевые, 2 изнаночные. Так, 2 изнаночные, 2 лицевые, и снова провязываем со всеми накидами ее изнаночной. 2 лицевые, 2 изнаночные, кромочная. Вот такое у нас получается, уже видно, да? Такой паучок первый получился. Дальше снова начинаем узор с 1-го ряда. Покажу на схеме. 2 лицевые, 2 изнаночные, 1 снять с накидом изнаночной, 2 изнаночные, 2 лицевые. Ну, кромочные, естественно, тоже есть. Так, кромочная, 2 лицевые, 2 изнаночные. Вот опять эта петелька, она у нас идет, мы ее просто вот так снимаем. 2 изнаночные. В общем, все то же самое с 1 по 4 ряд. И повторяется узор в высоту, сколько хочется нам раз. Получается такой интересный узорчик. В общем, 2 изнаночные провязали, снова подошли к этой петельке, снимаем с накидом, 2 изнаночных, 2 лицевые, кромочная. Следующий 2-й ряд узора. У нас снова здесь меняются петельки. В общем, вяжем по рисунку. Где были лицевые, там изнаночные, где изнаночные, там лицевые. И эта петелька также точно снимается с накидом изнаночной и в четном ряду, то есть в изнаночном. Кромочная, 2 изнаночных, 2 лицевых, снова снимаем эту петельку с накидом и еще с одним накидом изнаночной, 2 лицевых, 2 изнаночных, снова 2 лицевых, снимаем эту петельку с накидом, 2 лицевых, 2 изнаночных, кромочная. 3-й ряд лицевой. Также точно по рисунку вяжем. Теперь у нас 2 лицевые, 2 изнаночные. Снимаем с накидом изнаночной, 2 изнаночные, 2 лицевые. Это у нас лицевой ряд получается. А если бы круговое вязание было, то все ряды просто будут лицевые. Не надо менять никакие петли, просто вяжем, где лицевые, где изнаночные, там изнаночные. Снимаем 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, снимаем снова со всеми накидами петли, 2 изнаночных, 2 лицевых, кромочная. Последний ряд узора в высоту, 4-й ряд снова вяжем. По рисунку 2 изнаночных, 2 лицевых, провязываем изнаночной
снятую петлю вместе со всеми накидами. Потом снова 2 лицевых, 2 изнаночных. Итак, кромочная, 2 изнаночных, 2 лицевых. И провязываем эту снятую петельку вместе со всеми накидами изнаночной. 2 лицевых. Так, дальше 2 изнаночных. 2 лицевых. И снова эта петелька, ее провязываем. Изнаночной со всеми накидами. 2 лицевых, 2 изнаночных, кромочная. Все, это я вам показала 2 раппортика в высоту. Вот что получается. На красном, кстати, плохо видно, надо было взять немного другую пряжу. На сером получается вот так. Я уже вам показывала. Ну и все, надеюсь, это видео было для вас полезным. Всем огромное спасибо за внимание. До новых встреч на моем канале. С вами была Елена и канал Вяжу с удовольствием.